Друзья, приветствую вас, вечерний обзор. Давайте рассмотрим текущую ситуацию, какие события происходят и что ждать сегодня на вечерней сессии по доллару, рублю, нефти, золоту и другим активам. А главное, как закрывается эта неделя и вообще, что ждать в ближайшее будущее. Так, друзья, давайте начнем с новостей. Что тут, как тут. Во-первых, по поводу контроля цен. Текущая ситуация с ценами, она порождена двумя факторами. Первый фактор связан с тем, что произошли разбалансировки, разрывы мировых цепочек логистических. Соответственно, это неизбежно привело к росту цен. Все это происходит на фоне увеличения свободной денежной массы, которая течет куда попало, и в том числе в сырье и другие активы, связанные с сырьем. Поэтому, как можно регулировать стихию, которая вырвалась наружу? То есть ее какое-то время можно регулировать, но потом это неизбежно приведет к тому, что запоры будут сорваны и стихия вырвется наружу. Так, еще трейдеры просто забили на рынок, рубль уснул в ожидании встречи Путина и Байдена. Может будет эта встреча, может не будет. Надо четко помнить, какие, во-первых, цены на нефть сейчас, это раз. И второй момент, наступает так называемый налоговый период, который обычно служит хорошей поддержкой для рубля против доллара и против евро. Так, далее к американской повестке дня. Так, друзья, вот такой интересный график на Bloomberg опубликован. Рыночная капитализация рынка акций как часть мирового ВВП. 90-й год 4,7%, 2000 год 22%, 2010 год 12,7% и 2020 27,6%. Идет планомерный рост доли капитализации фондового рынка в ВВП. Но примечательно то, что сейчас происходит такой же пик, как был в 2000 году, накануне краха доткомов. Так, сегодня еще крипта подсыпалась. Это связано с попыткой запрета Китая на майнинг криптовалюты и ее продажу. Крипту мы сейчас отдельно посмотрим. Так, мегафирмы, огромные компании транснациональные поглощают мир и поглощают маленькие компании. Но сначала, когда я прочитал, я думал, что это про российских ритейлеров, потом понял, что не совсем. Так, далее Соединенные Штаты вводят корпоративный налог 15%, но для рынков это совсем не айс. Минимальный налог 15%. Так, еще такая интересная статья по поводу основателей стартапов, единорогов и так далее. Средний возраст основателя компании единорога с капитализацией свыше $1 миллиард за последние 15 лет 34 года. Но вообще, если рассматривать Кремниевую долину, там средний возраст бизнесмена, который начинает стартап 45 лет. Так что не смотрите на возраст, если в вашей душе огонь, берите и делайте. Американский пример должен быть заразителен. И вообще вся их система, она на самом деле построена на том, чтобы человека заставить функционировать, крутиться и двигаться до гробовой доски. То есть вся эта хитроумная англосаксонская система, которую придумали то ли американцы, то ли англичане, то ли еще кто-то, может быть, не знаю, рептилоиды или там зеленые человечки, она заточена на то, чтобы не захватить весь мир, не там отобрать у кого-то там нефть или еще что-то. Она заточена на то, чтобы заставить человека максимально эффективно и максимально долго функционировать. Как это делается, другой вопрос. Ипотеками, потребительскими кредитами, всякими там этими самыми инфо-цыганами, типа Тони Робинсона, который про жизнь рассказывает. Но смысл такой, что человек должен очень энергично, как энерджайзер, работать до самой смерти и приносить пользу обществу и себе. Так, еще Новатэк и Газпром поспорили о гигантских запасах газа. Пока российские крупные компании обсуждают, у кого больше газа, в это время американский Хайтек запускает ракеты и разрабатывает еще более тонкие чипы. Так, друзья, по поводу ипотечных кредитов. Банк России ужесточит регулирование.
А как правило, всегда, когда идет ужесточение регулирования, это приводит к чему? Правильно, к сдуванию. Соответственно, уже как бы закладывается первый кирпичик под то, чтобы цены на недвижимость начали проседать. Так, ну вот европейские, британские СМИ, там новая новость вышла, которая очень активно обсуждается. Это о том, что интервью, которое было дано BBC, оно привело к гибели принцессы Дианы. Ну, да, это печальный факт. Принцесса Диана была светлой личностью. Но меня интересует другое. Обычно, когда такие новости достают, значит, что-то хотят скрыть. Вопрос, что в данном случае хотят скрыть, когда достали очередную новость, которая, ну, в общем-то, большинство людей, особенно британцев и европейцев, очень неравнодушны. Так, друзья, давайте графиком. NASDAQ немножко проседает, это дневной таймфрейм. Но, если мы перейдем к недельному таймфрейму, здесь ничего страшного, он просто консолидируется. То есть как раз вот эта неделя, она была определяющей, и она указывает на то, что пока NASDAQ падать не будет. Только движение, которое приведет к пробою 13 тысяч, ну даже если быть точным, 12 940, она, возможно, приведет к тому, что NASDAQ пойдет вниз. И здесь уже цель движения будет в районе 11 760, 11 900. Вроде как и двойная вершина, но сейчас эту двойную вершину пытаются заморозить в районе уровня 3250. Так, далее российский индекс RGBI, тоже недельный таймфрейм. И что мы видим? Он впал в дрейф. Ну, здесь есть ряд причин. Во-первых, сейчас конец месяца, и как ни крути идут налоговые платежи. Ожидание встречи Байдена с Путиным. И, конечно же, цены на нефть. Посмотрите, какие цены на нефть. Он просто обязан удерживаться где-то в этом диапазоне. Но помним про ставки в опционах. Так, далее индекс ММВБ, недельный таймфрейм. Здесь идет консолидация на хаях. Соответственно, наш рынок, он привязан к тому, что происходит на Западе. Если американский рынок начинает проседать, мы можем улететь вниз. Первая цель 3360 достаточно быстро. Но на текущий момент удержание уровня 3550 будет указывать на то, что он болтается в этой проторговке достаточно длительное время. Пришло лето, а лето обычно такой период, когда все находится либо в боковике, либо засыпает на ходу. Так, друзья, далее вот меня засыпали по Татнефти. Что дальше, что дальше? Ну, смотрите, опять же, недельный график ставлю. Подошли к критичному уровню, который 485-480. Этот уровень не был пробит. И в связи с этим, если не происходит дальнейшего движения и его пробоя, что, судя при текущих ценах на нефть наиболее вероятно, мы увидим на следующей неделе отскок и движение. Первая цель 518, и при закреплении на этой цели возможен будет следующий рывок, у которого цель будет 570. Но вот эта штучка, если она пробивается 480, то мы по Татнефти улетаем, и цель движения будет 420-410. Так, друзья, далее ВТБ. ВТБ не сделал все цели, которые у него были, но его начали активно отливать. Это недельный график. Что здесь примечательно? Уровни, которые были чуть повыше, все попробивали. Остался уровень, который 4,6. Вопрос в том, как будет сегодня закрытие. Если выше этого уровня, это было бы очень хорошо. Если ниже этого уровня, то возможно продолжение движения вниз. Цель движения в районе 4,2 копейки. Так, друзья, далее Яндекс, тоже недельный график. По Яндексу пока ситуация не ясная до конца. Но, скорее всего, он будет двигаться в боковике. В ближайшие недели 4860 верхняя граница, нижняя граница 4600-4550. Это для него сильный уровень, пробитие которого может его значительно приспустить. Да, здесь очень страшная картинка нарисовалась, но тем не менее падать ему пока не дают, его каждый раз выкупают. Так, друзья, далее VIX, недельный таймфрейм ставлю. Ну смотрите, здесь пошли вот такие вот сопельки наверх. Соответственно, такие сопельки, они приводят к тому, что актив начинает брать разгон и уходит в этом направлении. На самом деле по VIX уже давно назрела пора сходить. Ну, сначала первая цель движения это 42 и потом повыше.
Вопрос только в том, как долго он будет удерживаться в этом диапазоне. Как только начнется торговля выше уровня 22,5-24, он может очень быстро сходить и на 40 и повыше. Так, друзья, индекс доллара, по нему пока мне ситуация, это недельный график, она не до конца ясна, мы его обсудим чуть позже, либо на выходные, либо в понедельник. Мне нужно посмотреть, какое будет закрытие недели. Так, друзья, далее S&P 500, опять же неделька, но смотрите, здесь пошли формации, которые указывают на разворот и движение, первая цель по недельному таймфрейму 3850. Вопрос, будет или не будет это движение. Пока на текущий момент идет консолидация. То, что подходит лето, ну, скорее всего, ситуация останется в замороженном состоянии. Вопрос только в том, будет или не будет в ближайшее время пробитие 4080. Здесь 4080 это ключевой уровень, который, если устойчиво будет пробит, то разовьется движение. Первая цель 3850 и далее по списку все эти волшебные линии. Вот. Но пока его здесь удерживают, и с учетом того, что июнь через неделю, весьма вероятно он будет и болтаться в этом диапазоне. Так, друзья, далее биткоин, крипта сегодня дополнительно сыпанулась на новостях Китая об ограничении в майнинге, в расчете криптовалютой. Недельный таймфрейм опять же. Смотрите, здесь какая ситуация. Ну, давайте перейдем на светлую тему, чтобы силы добра помогли крипте восстановиться. Так, ну что здесь? На самом деле ключевой уровень, который уже совсем, что называется, последнее дно, последний рубеж, он не пробит. На текущий момент вот эта фаза движения, она, конечно, ужас-ужас. Но то, что он не пробил вот это значение 28500, это говорит о том, что, возможно, он будет длительное время консолидироваться в этом диапазоне. Есть ли шанс, что он отсюда обрушится и уйдет вот сюда вот, на уровне 10 тысяч и ниже? Такой шанс, конечно, есть. Но такой шанс будет реализуем только в том случае, если начнется устойчивое пробитие или постоянное тырканье в 28500. Пока такого не произошло, его будут так или иначе откупать и пытаться вернуть наверх. Цель для отскока по биткоину находится на 56 тысяч. Друзья, обращаю внимание, это не значит, что он завтра, на следующей неделе или в июне туда сходит. Скорее всего, когда-то он туда пойдет, но ключевой вопрос фондового рынка, когда это произойдет. Здесь я вижу все признаки того, что вот этот падеж, который пошел, он увяз в определенном сильном диапазоне. Значит ли это, что он может продолжить падать? Он может продолжить падать, такая вероятность есть. Но с моей точки зрения, с учетом того, что он не пробил все, что он пробить мог, это указывает на то, что он должен какое-то время находиться в этом диапазончике. Так, друзья, далее эфириум. Здесь ситуация схожа с биткоином, но я бы даже сказал, она более позитивная. Она более позитивная, потому что эфириум, ну, скажем так, у него больше шансов на отскок, если вот эта консолидация продолжится в диапазоне 2600 и нижняя граница находится на 2165. Пока вот этот уровень устойчиво не пробит, его будут откупать и будут стремиться гонять наверх, возможно даже переписать максимум. Как только пойдет пробитие устойчивое вот этого уровня 2160, наиболее вероятно сначала его вернут на 1400 и потом возможно он пойдет еще ниже. Но смотрите, здесь ситуация по эфиру, она значительно, ну во всяком случае с моей точки зрения, более интересна, чем по биткоину. Почему? Потому что вот я абсолютно четко вижу, что тот набор позиций, который был вот в этом диапазоне, он до сих пор полностью не израсходован. То есть те, кто покупали здесь, они не раздали здесь. Что это означает? Это означает, что даже если он еще раз упадет, они докупят и будут стремиться затащить его наверх. Куда наверх? Ну, первая цель движения наверх, она находится в районе 3600, вот здесь вот. А вообще у него ключевая цель движения это 4050-4030. Так, друзья, далее нефть Brent. Много серьезных испытаний было для нее на этой неделе. Но ситуацию вы видите сами. Идет борьба за уровень 66.25. Закрытие ниже этого уровня, ну плюс-минус там копейка.
приведет к тому, что на следующей неделе весьма вероятно будет движение, цель которого будет сходить на 61, может быть даже на 60. Пока, я думаю, более актуальная ситуация закрытие более 66.25 и на следующей неделе движение в этом консолидационном диапазоне. Так, друзья, переходим на дневной график. Здесь картина достаточно оптимистичная. Эта картина указывает на то, что весьма вероятно на сегодня закрытие по нефти будет выше 66.25. И на следующей неделе мы увидим отскок на $69 за баррель по нефти Brent. В том случае, если сегодня будет закрытие ниже этого значения, возможно, на следующей неделе мы увидим тестирование для начала уровня 64. Так, ну вот часовик, сейчас 19:29 по Москве, он несколько пессимистичен. Он указывает на то, что нефть начинает бузить, пытается отбиться от 67 и потестить 66.25. На самом деле надо посмотреть, как закроется этот час. Вот 20:00 по Москве. Если пойдет движение выше 67, то весьма вероятно мы увидим сегодня закрытие даже в районе 68. Ну, 67-75, вот так вот. Если все-таки мы от этого уровня отбиваемся, то мы пойдем тестить и искать поддержку в этом диапазоне. Это то, что касается сегодняшнего движения на вечер. Так, друзья, золото сегодня просело, но ничего страшного нету. 1870 удержали, все прекрасно. Соответственно, на текущий момент, если не идет повторного пробития 1870, мы карабкаемся и закрепляемся на 1882 с целью движения на 1886. Вот сюда, вот это часовой таймфрейм. Вот. Но все-таки, я думаю, более вероятно будет закрытие в диапазоне 1879-1873. Консолидация вот в этом диапазоне. Да, здесь нарисовалась определенная картина, которая указывает на то, что может произойти движение выше этого значения, но более вероятно, учитывая пятницу вечер, это закрытие в боковике. И наименее вероятное движение это пробой 1871 и попытка поискать поддержку в районе 1854. Так, друзья, далее евро-доллар, 4-часовой таймфрейм. Евро сегодня сдал, но с другой стороны невозможно до бесконечности расти. И у нас сегодня, либо в ночь на понедельник будет решение вопроса, связанного с евро. Сейчас у нас вопрос стоит очень остро. Будет или не будет пробитие значения 1,2151, 1,2148. Вот здесь такой есть узенький диапазончик, который, если оказывается пробит, то вот этот двойной горб, он раскроется движением с целью на 1,2080. А с другой стороны, если не будет пробития вот этого диапазона, мы здесь получим консолидацию и, соответственно, отсюда будет возврат и повторное движение с целью переписать 1,2246. Сегодня на текущий момент я ожидаю, здесь будет движение в диапазоне 1,2186, 1,2162. Сейчас, скорее всего, с учетом конца недели, будет пытаться закрепиться в этом диапазоне. Но если все-таки произойдет пробой 1,2162, то следующая цель движения очень быстро будет 1,2148. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD Tomorrow, дневной таймфрейм, идет поджатие к верхней границе 73,6, 73,7. Если переходить на часовой таймфрейм, здесь у нас в самое ближайшее время будет тестирование вот этого диапазона. Если здесь не получается пробой на растущем объеме, мы отсюда отбиваемся, и у нас цель движения будет возврат на 73,4. Вот сюда, вот к этому значению. Если сейчас здесь пойдет рост объема, ну даже небольшой на вечерке, не принципиально. Главное, чтобы он немножко выделялся. То, соответственно, мы получаем отсюда движение, цель которого сходить на 73,8, 73,85, вот сюда, вот в этот диапазон. Но нету простых решений сказать, здесь нельзя, что вот прямо будет пробить и он улетит. Но хотя по 4-часовику именно так и намечается пробой и потом движение на 73,85. Но я сейчас, наверное, подожду, как вот это движение здесь будет происходить, и тогда, исходя из сделок, которые здесь пойдут, я буду определяться, что с ним делать.
Так, друзья, ну, в общем-то, все. Основные моменты, основные вопросы, я надеюсь, разрешил. Если вам понравилось, подписывайтесь на мой YouTube канал, на мой Telegram канал. Главное, помните об одной важной вещи. Нет, не об этой, а вот об этой. О том, что нужно все время искать, что тебя зажигает, что тебя заставляет двигаться вперед. И исходя из этого, все время быть на коне, все время стремиться достигать результатов и так далее. То есть, собственно говоря, это и есть, по сути, американская мечта, чтобы человек прожил долгую и энергичную жизнь и в конце многого добился и многого о себе оставил. Спасибо за внимание, всего наилучшего.